Лишат ли родительского пособия 60 тысяч семей? В следующем году министр финансов Кристиан Линднер и министр по делам семьи Лиза Паус хотят сэкономить 290 миллионов евро на родительском пособии в обмен на снижение предела дохода для тех, кто имеет на него право. Всем привет, вы находитесь на канале Переселенец, и сегодня я вам об этом расскажу. Те, кто в меньшем или большем объеме работает после рождения ребенка, имеет право на пособие по уходу за малышом в течение 14 месяцев. Оно предназначено для поддержки семей или одиноких родителей. Кто имеет право? В принципе, любой человек, кто работает не более 32 часов в неделю, безработные, студенты или тот, кто имеет мини-джоб, также могут получать родительское пособие. Его размер зависит от дохода родителя до рождения ребенка и от того, прекратился ли этот доход после появления малыша. На кого распространяется экономия? Перестанут получать родительское пособие те родители, чей налогооблагаемый годовой доход превышает 150 тысяч евро. Министерство по делам семьи сообщило Focus Online, что согласно новым правилам около 60 тысяч семей лишатся права на эту дотацию. При этом Министерство по делам семьи не смогло сообщить, с какого числа будет отменено родительское пособие для высокооплачиваемых работников. Сколько я могу зарабатывать? Лимит дохода имеет отношение не к валовому доходу, а к налогооблагаемому. В этом случае из валового дохода вычитывается пособие, расходы, связанные с доходами, или взносы в медицинские и пенсионные фонды. Расчет производится индивидуально налоговой службой по сложной формуле. Следует заметить, что валовой доход всегда выше облагаемой налогом суммы. Пример расчета для годового дохода брутто в размере 150 тысяч евро. На каждого в месяц супружеская пара зарабатывает 6250 евро брутто и продолжает получать пособие по уходу за ребенком. Для пары в Баден-Вюртемберге это соответствует примерному чистому заработку 4300 евро, налоговый класс 3. 3670 евро класс 4 или 3070 евро класс 5 в месяц. Величина может варьироваться в зависимости от федеральной земли. Будут ли сокращены пособия? Те, кто зарабатывает менее 150 тысяч евро в год налогооблагаемого дохода в паре, продолжат получать пособия по уходу за ребенком. Ставки субсидий сокращаться не будут. Однако Министерство семьи в своем заявлении для Focus Online подчеркнуло, вопреки договоренности, достигнутой в коалиционном соглашении, пособие не может быть скорректировано с учетом роста закупочных цен. Будут ли исключения для родителей-одиночек? Да, будут. Как подтвердили Focus Online в Министерстве семьи, лимит дохода в 150 тысяч евро в год будет применяться в равной степени к семейным парам и одиноким родителям. До сих пор семейные пары не имели права превышать годовой доход в 300 тысяч евро, а для одиноких родителей он составлял 250 тысяч евро. Насколько сильно пострадал средний класс? Пособие по уходу за ребенком должно выплачиваться и в будущем даже при годовом валовом доходе в 150 тысяч евро. Благодаря налогооблагаемому доходу возможны несколько более высокие доходы в год. В примере расчета супружеской пары из Баден-Вюртемберга при разделенных налоговых классах и годовом доходе брутто в 150 тысяч евро малозарабатывающий налоговый класс 5 будет получать 3070 евро нетто в месяц. При одинаковых налоговых классах четвертых чистый доход в месяц составлял бы 3670 евро. Доход нетто в размере от 2000 до 4000 евро в месяц обычно считается доходом среднего класса, поэтому возможно, что даже при несколько большем годовом доходе брутто, чем в 150 тысяч евро, экономия коснется и представителей среднего класса. В принципе, полезно взглянуть на свой собственный налоговый расчет в налоговой инспекции, так как значения сильно варьируются. Отношения социальных ассоциаций. Социальная ассоциация ВДК приветствует снижение верхнего предела доходов. В то же время ее президент тотчас заявляет в интервью Focus Online о большом «но». Вместо того, чтобы проводить сокращение и экономить сумму около 290 миллионов в бюджете, эти деньги должны быть использованы для других семейных пособий. Все остальное было бы негативным сигналом для населения. В коалиционном соглашении светофорное правительство согласилось придерживаться долгового тормоза. Поэтому министр финансов Линднер и канцлер Олаф Шольц настаивают на экономии средств также и в бюджетах министерств. Расходы на родительское пособие в следующем году должны быть сокращены на 290 миллионов евро до 8 миллиардов евро. Впрочем, меры жесткой экономии затронут в том числе многие проекты в других федеральных министерствах.
Ну вот и все, вот такая была сегодня новость. Свое мнение пишите обязательно в комментарии, ставьте лайк этому видеоролику. Ну и вам всем желаю хорошего настроения и всем пока.